А сегодня я буду строить свой самый любимый автомобильчик, и это Зилок. И буду я его строить таким сельским, ржавым и повидавшим жизнь. И надеюсь, что вам будет очень интересно. А меня зовут Даша, вы на канале Dasha Models, и здесь мы строим модель. Сборка этого ЗИЛа не вызвала у меня сложностей, я уже сбилась по счету, какой у меня это ЗИЛ. Все узлы знакомы. Единственная проблема – это странное крепление дисков передних колес на двух шпильках. И для нормальной их установки потребуется физическая сила и немножко сноровки. Я поделила всю модель на 4 части: рама, кабина, основание кабины и кузов. И в таком виде по отдельности я буду их окрашивать. Но вначале я все это загрунтую. Тут я применяю грунт от фирмы Gemscale. Раму я покрою черным грунтом, а кузов серым. Ну а больше контента обо мне вне моделизма вы можете найти на моей страничке на Boosty. Ссылочка будет в описании. И спасибо всем, кто поддерживает меня через функцию спонсорства на YouTube, а также в донатах в ВК и на Boosty. Также я покрою серым грунтом основание кабины и салон. Наверное, так правильно стоит называть этот узел. И я не забуду загрунтовать и саму кабину, ведь кабина — это самый главный и визуально интересный объект на модели. А переднюю облицовку я покрашу белым цветом из баллончика от фирмы «Звезда». Купить модели автомобилей ЗИЛ и все необходимое для них вы можете в магазине «Модельная лавка». И обратите внимание, что совсем недавно появились краски от фирмы Machete. Это новый отечественный производитель красок, и его продукция – полноценная замена японской Tamiya. У красок Machete широкая палитра оттенков, идеально подходящих для окраски этого ЗИЛка. Например, цвет Cabin Blue – это идеальный оттенок для кабин советских грузовиков. А применяя этот промокод для своей первой покупки, у вас будет скидка в 500 рублей. И это примерно 3 баночки краски бесплатно. Пользуйтесь русской Tamiya на здоровье. Я всегда с удовольствием берусь за модели, которые изображают изделия московского автозавода. А о том, почему у меня такая мания к этим моделям, вы можете узнать из заглавного видео на моем канале, где я рассказываю, как я стала моделистом. И при первой возможности я обязательно берусь строить ЗИЛки. И у меня в коллекции есть уже довоенный тягач ЗИС-10, который я строила для своего видео совсем недавно. И модель выглядит очень необычно среди своих более крупных сородичей послевоенного поколения. В реальной жизни мне удалось поразглядывать Урал ЗИС-5. И это близкий родственник ЗИС-5, который собирался на будущем автозаводе «Урал» во время войны, а также и в первые послевоенные годы. Встреча произошла на фестивале «Моторы войны» в 2022 году. И в этом году я встретила также и пожарный автомобиль на базе ЗИС-5 на выставке «Комплексная безопасность». И меня тогда очень удивила деревянная кабина, которая выглядела, мягко говоря, не очень уютно. Почему-то при взгляде на зеленую аналогичную деревянную кабину такого ощущения не возникло. Но, видимо, красный цвет как-то передает этот неуютный специфический вид. И вернемся к моей коллекции ЗИЛков. У меня есть большой пробел в первом послевоенном поколении московских грузовиков. У меня, к сожалению, нет таких моделей, как ЗИЛ-151 и ЗИЛ-164. А последний я смогла увидеть на выставке, посвященной городскому хозяйству Москвы, которая проходила этой весной на острове Мечты в Москве. И да, в Москве есть остров Мечты, хотя технически это больше полуостров Мечты. ЗИЛок на выставке был необычный, а в коммунальном исполнении, то есть с бочкой для воды и установкой для полива воды столичных улиц. Так что экземпляр очень ценный и редкий. А модель полноприводного ЗИЛ-157 у меня есть в 72 масштабе. Их у меня аж целых две. Одна в классическом бортовом варианте, а вторая с кузовом типа Кунг. Эти модели обе от фирмы i7, и они на современном этапе развития моделизма выглядят немножко посредственно. А настоящий могучий полноприводный ЗИЛ-157 в пожарном исполнении мне удалось разглядеть на фестивале «Моторы войны» в прошлом году. Но из-за большого количества других интересных и уникальных экспонатов я не успела в подробностях разглядеть этот экспонат и запечатлеть его тоже. А сейчас я покрашу внутренности салона в цвет кабины, то есть светло-голубым. Отделки кабины у большинства советских грузовиков не было, но внутри кабины был голый металл. Я его и попытаюсь воспроизвести при помощи такого нехитрого метода. Настал черед окраски кабины, и тут я окрашу ее светло-синей краской от Gemscale. Но совсем недавно появились краски от фирмы Machete. Это спиртовые акрилы с палитрой, как будто специально сделаны для окраски модели от АВД. В палитре есть глянцевый цвет Cabin Blue, и мне кажется, он идеально подойдет для окраски кабин ЗИЛков. А этот ЗИЛок я еще делала до выхода новых красок, еще весной этого года. И я всегда делаю несколько видео впрок перед отпуском, а свежее фото с отпуска вы можете найти на моей страничке в Boosty. Все ссылочки есть в описании. А следующее поколение ЗИЛков у меня в коллекции представлено довольно широко. И я условно семейство ЗИЛ-130, ЗИЛ-133 и ЗИЛ-131 объединяю в одно.
ЗИЛ-130 – это культовый для нашей страны автомобиль. И, наверное, при словосочетании «советский грузовик» помимо КАМАЗов вспоминаются и они, ЗИЛ-130. Например, на руинах Московского автозавода, проезжая по ветке МЦК между станцией ЗИЛ и Верхними Котлами, вы можете наблюдать памятник советскому трудяге. На нем в шестеренке изображен мой герой. Из сегодняшнего видео самосвал на шасси 130-го ЗИЛка с таким квадратным кузовом. Пожарные автомобили на шасси 130-го ЗИЛа я смогла разглядеть на выставке, посвященной пожарной охране в гараже особого назначения. И тоже, к сожалению, в прошлом году. И благодаря удачному расположению этого автомобиля мне очень удалось хорошо рассмотреть этот экспонат. И самое интересное было разглядеть в нем пожарное оборудование в ящиках, установленных по бортам цистерны. А я успела еще собрать большое количество миниатюрных ЗИЛ-130. И самый первый – это сидельный тягач. И это не только мой самый первый ЗИЛ в коллекции, но это еще и самая первая модель от ТВД. Тогда наборы выпускали в коробках без бокс-артов и с очень странной инструкцией, с очень огромным рисунком кабины. Даже не знаю, зачем он нужен. Далее я собрала целую плеяду 130-х ЗИЛов, и среди них был и удлиненная версия ЗИЛ-130Г, и два бензовоза, один классический с оранжевой цистерной, а второй с аэродромным заправщиком. А самосвал послужил главным персонажем на моей сельской диораме, но квадратный ЗИЛок теперь находится в частной коллекции, и поэтому мне захотелось сделать еще один такой ЗИЛочек и тоже поставить его на диораму. Покрашу самосвальный кузов, и я хочу сделать его ярко-зеленым. И у красок Pacific 88 есть даже оттенок, который так и называется – советский зеленый. И это то, что нужно. Синий цвет от Gemscale мне показался чересчур матовым, и я решила перекрасить кабину. Да, так иногда бывает, иногда нужно одну работу выполнить дважды, чтобы ей быть довольной. Благо, с металлических деталей можно легко смыть краску и заново красить. Только будьте аккуратны с пластиковыми деталями. После нанесения смывки краски я убираю ее при помощи тряпочки, а остатки вытираю старой зубной щеткой. Только не пользуйте потом эту зубную щетку по прямому назначению. Я наношу небесно-синий цвет от фирмы Pacific 88 на кабину, и краски от Pacific 88 чуть более глянцевые, в отличие от его аналогов от Gemscale. И настало время поработать кисточками. Мне необходимо окрасить сиденье, руль и рычаг переключения передач в черный цвет. И для таких работ я использую остатки красок от ICM или же Звезды. Очернению подвергнутся также подножки кабины и брызговики задних колес, и я поработаю над остеклением кабины, вернее над имитацией резиновых уплотнителей. Мне эту процедуру придется выполнить вручную, жаль, что производители дополнений до сих пор не догадались изготовить маски для кабин ЗИЛков. А особенно я жду маски для пожарных автомобилей от ТВД. У меня на очереди очень много таких моделей, и мне захотелось бы поменьше тратить времени на вырезание полос нужной ширины. И я хочу снова сделать колхозного трудягу, и околхозить модель мне поможет губка для мытья посуды. Благо у меня их много, и, надеюсь, юмор вы тут уловили. И я макаю маленький кусочек губки в краску и вытираю этот кусочек об салфетку. И таким полусухим кусочком прохожусь по тем местам, где, мне кажется, должны быть сколы. Тут главное не перестараться. Начинаю работать маслом. Вначале я сделаю легкую смывку черным цветом, чтобы выделить обшивку кабины, а излишки я удаляю смоченной White Spirit кисточкой. А потом сразу же наношу масляные точки, чтобы сделать характерные для старой техники потеки. А потом такую же процедуру я сделаю с кузовом, только в чуть большем объеме.
Грязню покрышки. У меня есть баночка с пигментом, который я намешала из разных оттенков, просто кидаю туда шины и немножко трясу. И после такого шейкинга у меня получаются равномерно загрязненные покрышки. Осталось их немножко отряхнуть. Несу дублеры государственных номеров на задний борт самосвала. АВД в этом наборе сделали декали с номерами с характерными потертостями. Это то, что нужно для воспроизведения колхозной машины. Ну а в самом конце я приемом сухая кисть выделю рельеф кабины и кузова. И да, тут кабина была с браком, перелив металла у окна водительской двери. Почему-то завсегдатые группы в АВД ВКонтакте очень часто любят упоминать об этом браке, но после установки стекол этого косяка особо и не видно. И вот такой у меня получился настоящий сельский трудяга. А если вам понравилось это видео, то вы можете поделиться им со своими друзьями, и пусть они тоже приобщаются к нашему хобби. Надеюсь, что это видео оказалось полезным, информативным. До новых встреч. Пока-пока. А купить такие модели вы можете в магазине «Модельная лавка». В закрепленном комментарии будет ссылочка на магазин и промокод.